Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Таро на неделю с 9 по 15 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, каковы события ближайших дней. Всего 7 дней, вроде бы совсем немного, но, надо сказать, планетарно прекрасный период, потому что мы, как во власти Венеры, более позитивные транзиты, если мы говорим планетарно, а 15 это у нас воскресенье, соединение и хороший, добрый аспект Венеры и Юпитера в знаке зодиака Близнецы. Поэтому давайте будем оптимистами. Но вы-то как раз оптимисты. Позволить, может быть, кому-то, наконец, выйти из одиночества, позволить себе влюбиться, совершить важные разговоры. Все же Венера – это то, что гармония. Гармония в душе, безусловно, в наших отношениях. Может быть, гармонизировать и с коллегами по работе, кто знает. Но какой-то вопрос договориться мы точно можем. Мы сами будем настроены, но где-то более лояльно. Не захочется конфронтации. Поэтому даже если кому-то захочется, мало ли, может быть, в нашем окружении, мы сможем от этого уйти. Итак, традиционный еженедельный прогноз и первая карта «Что важно знать?» По мнению карт Таро, безусловно. Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время или какие энергии могут вам помешать? Что же вам будет помогать? Что вас будет радовать? Что скрыто? Возможно, чего-то вы не замечаете. И по основным сферам жизни. Дела, работы, бизнес, документы, учеба, все то, что именно деловой сферы касается. Энергия денег и личная жизнь. И теперь на колоде. Это оракульная колода ангелов. Давайте узнаем совет. Что нам подскажет карты? Очень добрая колода. С красивыми значениями, изображениями. Какой совет для овнов? И мы откроем эту карту в конце. Что же будет важно, по мнению карт? Мир. Вот это все то, что я говорила до нашего расклада. Но и этот последний, старший аркан, мир, это своеобразный итог, который вы можете подводить как вершина проделанной работы. С другой стороны, будут, конечно, такие более лояльные в ваш адрес энергии или то, что касается ваших дел. Вы тут можете как и завершить, как и окончательно договориться, как и обсудить, может быть, тот вопрос, на который прежде не хватало решимости на чистоту что-то проговорить. И по аркану мир, если мы говорим, что важно знать, влияние вот этих более добрых энергий на всю вашу жизнь. Уходит страх, уходит тревога, и на смену приходит как раз гармонизация какой-то обстановки. Может быть, это там, где вы проживаете, меня смотрят люди из разных стран. Вы оказались именно потому, что вы вынуждены были уйти от какой-то сложной ситуации. И тогда на этой неделе вы себя как будто поблагодарите. Больше ясности, больше каких-то возможностей перед вами открывает, потому что по этой карте нет ничего невозможного. И для тех, кто, допустим, сейчас в паре или были какие-то сложности, вы, значит, можете тоже какой-то вопрос решить или для кого-то, мои дорогие, помириться. Может быть, и в ваш адрес будут такие энергии направлены. Чего не ожидали или неожиданности, 4 пентаклей. Нам говорят, все сохраняй. Все то, что ты получишь или у тебя получится, согласовать, сделать, решить. Нет неожиданностей как таковых. Ну, разве что, я эту карту называю карта жадиной. Вы можете в себе заметить некоторые такие элементы в характере, если прежде, допустим, вы бы действовали на импульсе, а теперь вы не хотите себе навредить. Более продуманными. Как раз больше на сохранение. На сохранение в нашем турбулентном мире того, что на самом деле надежно, то, что искренне, то, что может быть продолжено, то, что будет полезно на последующий период. Это не есть неожиданность, это карта стабильности. Ну и помимо жадины, будем говорить, есть все же те энергии, когда
Ну, если вы куда-то не поспешили или, к примеру, не потратили деньги, вы потом себе тоже скажете спасибо. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Анализировать что-то или искать черную кошку в темной комнате. Вы там ее не найдете. По этой карте, это, безусловно, еще и карта независимости. Так вот, не время, ну, как и конфронтации, как я уже сказала, так и не время, может быть, демонстрировать свою независимость. Вы люди независимые, но, значит, это не должна быть какая-то идея, с которой вы идете вперед с напором и как с флагом. Нет, здесь все же более добрая энергия. По Верховной Жрице это та, которая все знает. Это карта интуиции или та, которая, ну, где-то подозревает, что от нее могут что-то скрывать, или сама где-то скрывает, а нам карты говорят, нет, сейчас самое главное, что важно знать, это мир. Как раз не строить каких-то тайн, не делать, может быть, или не создавать закулисных игр, а скорее выйти из того состояния, когда вам было что-то непонятно. И пусть какой-то конкретный вопрос у вас уже завис в прежний период времени, тогда вы на этой неделе как раз можете проговорить откровенно и спокойно, без какого-то напора или нервного напряжения. Это тоже имеет значение. Поэтому, как и я про кошку сказала, не создавайте себе попросту проблем, понимаете? Причем надуманных проблем. Вот вы видите в одном каком-то ракурсе, но вы не видите многого другого, вы не видите, как через пару-тройку дней, может быть, разовьются события или какие внезапности могут нас ожидать через месяц. Ни один из нас этого наверняка не знает. У нас сейчас время такое. Поэтому берегите все то, что надежно. Все то, что вы любите. Ну и где-то финансы тоже. Какие же энергии вам будут помогать? Победа. И победа это вот именно через мир приходит. Через договоренности, через баланс, через лояльность, через какие-то ваши возможности, которые вы, опять же, больше кумулируете, больше сохраняете. Ведь шестерка жезлов, карта победителя, о чем нам говорит? Ты не можешь расслабиться. Ты должен то, что ты добился, и неважно, в каком эквиваленте это выражается. Либо это по деньгам какой-то вопрос, или, может быть, это по работе, то, что вы уже достигли. Как будто вы выходите на какое-то своеобразное плато. И эту позицию нужно сохранять, вам это помогает. Не рисковать своим добрым именем, к примеру. Не рисковать какими-то своими возможностями, может быть, мои дорогие овны, которые у вас уже есть в материальном мире на сегодняшний день. Может быть, пока еще и не обнародовать какие-то свои глобальные планы, никому ничего не доказывать, а сохранять эту победу, это вам буквально помогает. И пусть эта победа у кого-то выражается, ну, какой-то маленький пункт вашей жизни. Но мы ведь не знаем, как будут развиваться события. И, возможно, это именно то, от чего в последующем вы оттолкнетесь. И не важно, что это. Опять же, либо это какие-то личные ваши отношения. Может быть, какое-то перемирие, да, а прежде был долгий период каких-то конфликтов. И вот теперь получается у вас как раз найти взаимопонимание. Значит, храните, сберегайте это. Или пусть это по работе. Тоже была какая-то обстановка нервозная. Потом под конец все, ну, где-то приходит в баланс. И как раз на этой неделе баланс, мы ожидаем его планетарно, по крайней мере. Все же планета, Венера, это будет влияние на все знаки зодиака. Более спокойная, гармоничная обстановка. Тогда вам и это на работе надо сохранять. Давайте посмотрим, что скрыто. Закройте в прошлое дверь. Не устраивайте себе самокопание. Десятка мечей. Откажитесь от того, что не может быть продолжено. Или все же у нас Верховная Жрица именно в позиции, чему сейчас не время. Поэтому надумать мы можем многое, а если мы начнем анализировать, то этот анализ иной раз уводит нас на такую глубину, мы сами можем запутаться. Так вот, может быть, от какой-то путаницы уйти. Карта, безусловно, говорит, закрой в прошлое дверь. Какая-то история, но она уже не имеет значения. Не вспоминай былое, не вспоминай какие-то свои обиды, не вспоминай, может быть, пусть даже в личной жизни, такие разговоры типа, а помнишь, вот ты там сделала или сделала, а помнишь, вот сказала. Или пусть это касается, опять же, работы. Не мешайте себе, мои дорогие,
Тут нам говорят, что какое-то изящное завершение у вас на пороге. Так вот, позвольте изящно чему-то завершиться. И новое начало, новые мысли, своего рода прозрение. Вот вы можете какую-то часть вашей жизни или какой-то вопрос увидеть совершенно в новом ракурсе. Или вы можете узнать что-то о человеке. И это для вас своего рода сделает переворот в отношениях с ним. Почему человек поступил именно так, а не как-то иначе? А прежде вы, к примеру, как было что-то непримиримое в виде отношения вашего к нему. Может быть, у кого-то и так. И вы не могли понять, почему он так поступил. А теперь вы понимаете, зачем это было нужно. Или вы узнаете что-то, может быть, о конкретном человеке более подробно и понимаете, почему он в данный период времени вынужден был действовать как-то именно вот по-своему. Тут разные могут быть события, но какое-то изящное завершение. Провожайте все то, что не служит вашему прогрессу. Дела, работа, бизнес. Давайте узнаем, что нам скажут карты. У кого-то решение вопросов по дому, по семье, личная жизнь, королева чаш. Это та, которая любит, или карта любящего человека. Все же мы к полу карты не привязываемся, потому что карты несут энергетику. И вот в этой карте очень добрая энергетика. Это сама по себе лояльность, возможность договориться, обойти острые углы, принять Соломоново решение, быть великим дипломатом и, видимо, вот куда-то не торопиться, мои дорогие. Об этом говорит тоже карта. И решить многие вопросы. Вот так спокойно, без напора. И у вас получится. Итог уже как будто очень добрый, счастливый, хороший. Вам обещают. Может быть, у кого-то конкретно получить должность. И тогда ваша дипломатия вам будет помогать. Может быть, оформить документы. Значит, отправляясь в высокие инстанции, будьте тоже великим дипломатом. В личной жизни пусть вы решаете тоже что-то, что материально, конкретно или с юридической точки зрения. Здесь все силы направлены на то, должны быть, по крайней мере, чтобы договориться. Посмотрите, у вас об этом все карты. И победа практически в кармане. Что же по финансам? Хотя нам сказали аккуратнее. Да, правда, аккуратнее. Мы можем где-то и соскользнуть в каких-то приятных энергиях. Или, к примеру, захочется вам сделать кому-то подарок. И тогда с подарком нужно быть аккуратно. Не превысить, может быть, планку какую-то финансовую, даже от широты вашей души, мои дорогие. Будьте аккуратны с тем, что как бы баланс, те деньги, которые к вам приходят и которые вы желаете потратить. У нас в колоде, вы именно в этой, изображен молодой человек, который, где-то так слегка в облаках. И нам уже сказали, что энергия Венера, они очень такие легкие, когда хочется освободиться от груза каких-то забот. Хочется, чтобы это время продолжалось. Может быть, у вас будет по карте мир получение денег. К примеру, у кого-то может быть крупная сумма, которую вы долго ждали, но она задерживалась. Или из-за платежей, или еще из-за чего-то, что-то не стыковалось, не по вашей именно причине. И кто-то из вас, мои дорогие овны, может получить крупную сумму денег. Конечно, будет желание потратить. Но у нас хрюша с крыльями, и, как известно, хрюши не летают. И поэтому наш замечтавшийся молодой человек где-то выпадает из реальности. Вот вы не должны выпадать из реальности. Все то, что касается финансов. И карта жадины вам, 4 пентаклей в неожиданностях, и говорит, может быть, это ваш импульс такой, что-то приобрести. Но 2 карты, мои дорогие овны, по финансам говорят, все-таки нет, овен. Ты где-то, какие-то, может быть, знаки внимания кому-то, если захочешь проявить, я могу такое предположить. Или ты хочешь что-то приобрести, или уже в плане стояла какая-то покупка. Но ты какие-то другие альтернативные варианты рассмотри, потому что деньги нужно сохранять. Вот конкретно так. В личной жизни король жезлов, ваша карта. А у вас может быть или могло быть знакомство с человеком, который, знаете, несколько в других энергиях, чем вы. Когда человеку больше свойственно вдохновение. Или для кого-то из вас вы смотрите на такого знакомого, или, может быть, это ваш партнер,
и понимаете, что он словно в облаках, он в какой-то своей, ну, идее находится, он что-то обдумывает. Вас может заинтересовать именно эта сторона человека, потому что он имеет много каких-то планов, но он подходит не с позиции вот вашей силы, как это вы решаете, вопросы или какие-то дела, или пусть это отношение к вашему труду или к творчеству. А нет, человек подходит по-другому. Он как-то так мягко, незаметно. Вот есть разница в энергетике, потому что на дела, посмотрите, почему бы не наоборот. Король жезлов у нас на личную жизнь, и королева чаш у нас именно на дела. И если мы говорим о короле жезлов личной жизни, то это какое-то ваше решение вы можете принять, мои дорогие овны. Я достану еще одну карту. Почему? Потому что нет движения. По королю жезлов это харизматичный лидер. Ну, это где-то вы сами. Но это планов может быть громадье, а действий-то никаких. И где-то карта, которая выпала, если по одной карте судить, она не предполагает, что вы с места в карьер куда-то бежите. Что же это вам еще скажут карты? Знаете, тут какие-то отношения могли быть и по судьбе. И кто-то из вас по личной жизни будет принимать решение буквально. Если была прежде дружба какая-то, то теперь мы переводим наши отношения в новую плоскость, на новый уровень. Иерофант, по нему идут как раз согласования в высоких инстанциях, по нему идут бракосочетания, по нему могут быть как смена статуса и разводы. Увы, но у вас первая карта мир. И поэтому если какой-то ваш союз уже окончательно распался, но еще фактически остается де юре, вы можете как раз важные разговоры произвести со своим партнером или бывшим партнером и договориться. И правда, период осени прекрасный к тому, чтобы мы пересмотрели, может быть, в каком-то своем ключе, как и брачные договоры, как и договоры, в принципе, которые касаются работы и каких-то важных дел. Мы можем пересматривать контракты и соглашения, исходя из того, что есть наш интерес и есть какая-то возможность, и то, что хочет оппонент наш. И договориться со всеми, особенно на этой неделе. Прекрасное время. По карте Иерофант, когда мы готовы учиться, кто-то из вас, может быть, действительно приступит к изучению чего-то и будет, ну, с большим вдохновением относиться к тому, что, может быть, прежде вам казалось какой-то игрой даже. Я такое могу предугадать. Пусть это проиграется не для всех, но для тех, к примеру, кому не чуждо творчество. Для кого-то из вас карта Иерофант будет все равно говорить о том, что у вас сейчас время тех возможностей, когда вы можете изменить статус. И эта смена статуса может проходить как и по работе, как и по личной жизни, так и ваши планы на будущее. Как будто вам нужно пройти вот так ступенька за ступенькой вверх. И если какое-то партнерство у вас уже сложилось, то тогда партнер будет с вами, ну, как будто верным союзником, помощником. Такое тоже я могу предположить, потому что тогда вы словно будете заодно. Самое главное – окружить себя надежными людьми, будь то по работе, будь то по личной жизни. Давайте мы узнаем. Карта совет. Отпускай. Конкретно есть какая-то история, которая не может быть продолжена. Или то, почему вы горевали, может быть, прежде, оно тоже не будет служить вашему прогрессу. И если мы говорили десятка мечей, изящное завершение, позволь, ну, наверное, какой-то истории, не пытайся что-то удержать. И если вы видите, действительно, какой-то прежний план не сработал, значит, время навести какую-то коррекцию. Вот такие интересные карты выпали. Я буду рада вашим комментариям. Может быть, по прошествии недели, что же это было? Очень интересно. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.